Привет! Если кто не знает, я видеоблогер. Я просто видеоблогер. Я не занимаюсь политикой, хотя я разбираю политику в своем видеоблоге. Также я разбираю ложь украинских СМИ. Многие из вас знают. Говорю для тех, кто не знает. С 2012 года я нахожусь под международной защитой. Я получил полный статус беженца в Литовской Республике. И с 2012 года меня пытаются достать. А именно, в 2012 это пытались сделать анонимными всевозможными доносами в ряд учреждений Литвы. В 2013 году МВД Януковича сделала запрос в Интерпол. Я был арестован Интерполом, несколько дней находился под подпиской о невыезде, пока нидерландский суд рассматривал мое дело. В итоге Украине было отказано полностью в моей экстрадиции, а также я получил формулировку, что я могу без проблем находиться на территории Нидерландов и вообще на территории Евросоюза. А мои дела признаны сфальсифицированными и подогнанными под результат. В 2014 я получил ряд угроз, публичных угроз от представителей уже новой демократической власти. В 2014 против меня развернулась небольшая информационная война. То есть всевозможную грязь размещали в средствах массовой информации. 2015 начался с интересной новости, потому что в ряде литовских СМИ появилась информация о том, что меня лишают статуса беженца. На самом деле, по инициативе отдельных чиновников было начато рассмотрение, пересмотр моего дела. Но ввиду того, что нет ни одной причины, по которой я был бы лишен или мог бы быть лишен статуса беженца, все закончилось так, как оно должно было закончиться. Но проходит пара месяцев, и советник министра МВД делает заявление: я финансирую терроризм. Он обещает предоставить доказательства, но ничего не предоставляет. И вы скажете: так может быть украинская власть уже отстала от тебя, ей не нравится твоя деятельность, но твоя деятельность ведь неприступна, они могли бы закрыть глаза, сцепить зубы. Не тут-то было, потому что 31 августа, по моей информации, высшее руководство МВД Украины в лице, как минимум, советника министра Антона Геращенко и заместителя министра Тиграна Авакяна провело встречу с литовскими дипломатами. Я не буду называть фамилии этих дипломатов, могу только сказать, что один из них является уполномоченным министром, а второй является послом. И, конечно же, если они скажут, что этой встречи не было, я хочу просто, чтобы это было зафиксировано публично. После этого я опять что-то скажу и покажу. По поводу чего же могла состояться встреча, причем заметьте, когда она состоялась, 31 августа, тогда, когда из-за взрыва гранаты под Радой погибло несколько человек, тогда, когда вся страна обсуждала это. Что же обсуждало высшее руководство МВД? Шария. Уже через пару дней, в начале сентября, в Литву, в Литовский департамент миграции, через Министерство юстиции Украины была спущена бумага. Бумага на 3 языках: английском, русском, украинском. Раскрою секрет, что ж там они такого нового придумали. А они придумали, так как я в Литву прибыл из России, потому что в аэропорт я не мог сесть в Украине, потому что я в розыске был, то значит в Россию меня и надо отправить, потому что Россия — это безопасная страна. Да, они так написали: Россия — безопасная страна. Они при этом забыли, что я прибыл в Литву из Нидерландов, поэтому отправлять меня надо в Нидерланды, а это уже не очень. А еще они забыли, что гласит Дублинское соглашение. Дублинское соглашение, это так уже в частности, гласит, что страна, выдавшая визу, несет ответственность. Но не это главное. В документе они написали, что я опять-таки финансирую ДНР и ЛНР, а также призывал к насильственной смене власти и, вдумайтесь, к террористическим актам. Где я к этому призывал? Конечно же, не указано, потому что я никогда к этому не призывал. Главное соврать, а там уже посмотрим. Но самое интересное, что они очень сильно попросили, чтобы эти документы остались конфиденциально,
чтобы о них никто не сообщал, чтобы о них никто не узнал. Это секретные документы. Секретная просьба. По дружбе. Выдайте, пожалуйста, Шария. Я связался с высшим руководством МВД, а мне там объяснили: Анатолий, это фейк, такого быть не может, нам есть чем заниматься. Не поверив на слово, я связался с помощником-консультантом народного депутата Украины, советника министра МВД Антона Геращенко Александром Владимировичем Чебаненко. Связался я с ним под видом работника Департамента миграции Литвы. Алло. Здравствуйте. Мне нужен Александр Чебаненко. Я у телефона, здравствуйте. Здравствуйте. Имеете вы время? Да, конечно. Это департамент миграции Литовской Республики беспокоит. Меня зовут Ромуальдос Пинкевичус. Очень приятно. Мы получили обращение от вашего МВД по поводу Шари Анатолий Анатольевич. Да. Скажите, здесь указано, что он подозревается в спонсировании терроризма. Вы могли бы предоставить документы, доказательства этого? Значит, дело в том, что в настоящее время ведется проверка по этому факту. Я юрист, поэтому я оперирую только фактами. Вот. Там, если вам попала эта информация, то там в письменном в этой форме указано, что ведется проверка по данному факту. Да, извините. Да, потому что объявление, это обвинение более чем серьезное, поэтому, как мы все понимаем, просто так бросаться им никогда не будем. Вот. Но информация есть, она оперативная, и она проверяется. Для того, чтобы иметь все основания для возбуждения дела и, соответственно, проведения всех необходимых мероприятий. Я понимаю, нас смутило, что здесь оно указано, в документе оно указано. Так, простите, о каком документе идет речь? Потому что те документы, которые я видел, там говорится только о проверке. Ну да, здесь написано, правовая оценка будет дана. Но просто это включено в документ. Понимаете, вы ссылаетесь по сути на Дублинское соглашение по поводу отправки в Россию. Россия безопасная страна. Однако здесь вот этот пункт, то, на что вы ссылаетесь, мы не можем, это юридически невозможно. Однако вот этот пункт нас заинтересовал. Простите, я прошу прощения, очень плохо, я почти не расслышал, как вас зовут. Можно еще раз повторить, пожалуйста? Ромуальдос Пинкевичус. Ромуальдос Пинкевичус. Вы, я так понимаю, из Литвы звоните, да? Да, департамент миграции. А вы не подскажете, почему не применяется соглашение просто ради моего, так сказать, ради информации относительно третьей страны, безопасной третьей страны? Шари прибыл из Нидерландов. Изначально он отправился в Нидерланды, плюс Дублинское соглашение гласит, первый его пункт, это главный, основной, что ответственность несет страна, которая выдала визу, то бишь Литва. А изначально Шари прибыл в Нидерланды. Из Нидерландов он отправился в Литву. Получается, в Нидерланды его надо отправить.
Ну, собственно говоря, вы же понимаете, у нас информация, к сожалению, была только опосредованная, поэтому мы это и указали с оговорками, что по нашей информации, и так далее, что она требует подтверждения и так далее. То есть он прибыл из Нидерландов в Литву. Но, собственно говоря, Нидерланды тем более, они подходят под определение безопасной третьей страны, как мне представляют. Безусловно, безусловно. Однако мы руководствуемся Дублинским соглашением. Дублинское соглашение, оно выше стоит, чем закон, на который вы ссылаетесь. Это закон ООН, грубо говоря. И, да, и первый пункт его гласит, что страна несет ответственность, выдавшая визу. Плюс уже была проверка, если вы знаете, в этом году была проверка по шарию, и мы проверили полностью все его деятельности и не нашли оснований никаких. Нет, к сожалению, я этого не знаю. Я этого не знаю, потому что я подключился к этому делу как, так сказать, юрист-эксперт, ну, вот на этом этапе. Я так понимаю, инициатива отходит из замминистра, не от министра, а из замминистра МВД. Инициатива, здесь трудно сказать, от кого именно. Вы хотите сказать, кому именно вам обращаться или как? Нет, нам надо понимать уровень обращения. Уровень обращения, он будет от Министерства внутренних дел. То есть от министра Арсена Аваков. Да, Арсен Аваков. Да. Но если вас не смущает, что мой уровень, я как... Нет, Александр, вы не поняли. Просто мы, только получена информация, мы начали смотреть, проверять. Дело в том, что, шарий чист. Вот в чем дело. И просто на основании дружеских отношений, такая есть подача, дружеские отношения. Здесь мы можем... Это очень важно. Это очень важно. Да, просто дело в том, что мы бы хотели просто узнать, где он призывал терроризм. Сейчас, публичный призыв к совершению террористический акт. Где это было? Значит, речь идет о том, что у него есть несколько каналов в интернете. Это YouTube, ВКонтакте, и так, там они Твиттер и Твиттер. И тут Твиттер, да. Вот. И, к сожалению, объем информации очень значительный. Вот. И пока проверка его то, что он заявлял, она до сих пор проводится. Поэтому мы говорим о том, что будет дана проверка. Но то, что уже проанализировано, говорит о том, что есть основания подозревать его. Так как это публичные ресурсы, то мы и говорим о том, что это публично. Да, я понимаю, но мы в результате проверок предыдущих, который был, мы проверяли и его YouTube канал, там очень много подписчиков у него. Мы проверяли и его, и не было ничего, что было бы противозаконно. Призывы, террористический акт, там ДНР, ЛНР. То есть ничего это не было. И мы думали, что у вас есть что-то фактически, что вы можете предоставить. Сейчас, я говорю, что, к сожалению, я подключился незначительное время назад, именно как помощник-консультант народного депутата, который меня попросил этим вопросом заняться. Поэтому предыдущие вопросы я, к сожалению, не могу отвечать, как я могу отвечать по специалистам МВД, что они нашли. Понял. Но если вы мне сбросите, если вас не затруднит, сбросите ваш адрес электронной почты или там какие-то еще каналы связи, все, что я найду, я вам перешлю. То есть начато уголовное дело сейчас по нему?
еще раз говорю, Я пока понял. у меня этой информации нет. Насколько я знаю, уголовное дело не открыто. Но, опять же, я не вхожу в структуру Да. МВД, я юрист. Я понимаю. Поэтому Еще да, вот... я оцениваю с точки зрения той информации, которую я получил. Именно даю правовую оценку. Вот. И использовал только открытые источники. Открытые источники говорили о том, что Шарий въехал в Литовскую республику через Россию, ну и так далее. Ага. Поэтому... Я понял, просто просто вы, чтобы так понимать, нас смущает большой интерес к шарию, и мы не видим ничего такого, чтобы он делает незаконно. И как бы тут непонятно, просто имеется в виду дружеские отношения, да, мы видим, что оппозиция власти и наши власти, конечно, дружат. И здесь совсем другой вопрос, и поэтому приписка... Безусловно. Да, и приписка... Я понимаю, когда речь идет о таких серьезных обвинениях, то за каждое слово нужно подтверждать документами. Дело, конечно, Александр, дело в том, что здесь вот приписка сохранить конфиденциально эту информацию. Вы понимаете, если эта информация попадет в средства массовой информации, начнутся вопросы, большие вопросы, почему человек, 2 раза которого подтвердили статус беженца, потому что королевство Нидерланды подтвердило, и Литва дважды, почему он опять не преследуется, но такой интерес со стороны Украины. То есть я понимаю, что это конфиденциально. Да, безусловно. Именно я очень ценю, что вы поняли, что вы обратили на это внимание, потому что мы не хотим идти по пути, по которому уже прошлась Украина дважды, наступать на эти грабли. Есть вопрос, который лучше решить по дружбе, правильно? Да, безусловно, безусловно. Именно поэтому это условие было включено, чтобы, во-первых, в первую очередь, никаким образом не бросать тень на вас и на наши отношения, которые я действительно понимаю, что мы все ими очень дорожим. Это первое. И второе, чтобы Украина не была обвинена в том, что она обвиняет преследует просто своих политических оппонентов. Мы сейчас разговариваем и вдвоем, я и вы, и мы понимаем, что на самом деле это, и есть то, что вы назвали. Тут другая причина, что дружба это на самом деле, и никто не скрывает, и это публично, и на самом деле наши страны очень близки. Вот я об этом и говорю, что мы опасаемся, чтобы это не перетекло в публичную плоскость, потому что это похоже именно на политическое преследование. Да, согласен. Вот поэтому я больше 8 лет проработал адвокатом именно по таким тяжелым, по сложным делам. Я понимаю, как сложно пройтись вот по этому тонкому льду, чтобы, не дай бог, не подставить ни одну сторону, ни другую. Поэтому большое спасибо, что вы позвонили. Я действительно это очень ценю. Спасибо вам. Я хотел... Если вы мне сбросите по электронной почте адрес вашей электронной почты, чтобы был, так сказать, не потому что ваш номер не определился. Вот. Если вы не против, я информацию, которую у меня есть, которую я постараюсь в самое ближайшее время собрать по этому вопросу, я вам передам. И, чтобы был у нас, если это не нарушает никаким образом ваши правила, чтобы был непосредственный контакт. Да. По этому вопросу. Без перетекания. То есть я могу с вами правильно контактировать, не обязательно Антон Геращенко, то могу с вами. Да, пожалуйста, да, я являюсь его консультантом, помощником, поэтому он мне это официально консультант-помощник? Да, я являюсь официальным его помощником, поэтому здесь, и в принципе, у меня есть некоторый опыт, почти 20-летний юридической
работе, поэтому я Тут- и умею язык держать за зубами, и все-таки стараюсь думать перед тем, как что-то сделать, сказать. Да, тут же повторяю, тут очень деликатный вопрос. Если об этом узнавать, если об этом узнавать у ВКБ ООН или Amnesty International, это очень большая проблема. В прошлый раз Анатолий обратился в УВКБ, Amnesty, и это была проблема. Да, к сожалению, информации у меня нет полной, поэтому буду рад любой информации, которую вы мне дадите, но со своей стороны я говорю, что я соберу всю ту информацию, которая у нас есть, и опять же, если вы мне дадите координаты, неофициально буду держать вас в курсе. Сейчас я... Да. Да. Вот сейчас я понял, что, значит, первое, он въехал через Нидерланды, значит, а визу ему предоставила Литовская Республика. Конечно, и Дублин предполагает, что мы несем ответственность. Более того, Литва... Да, я Дублинское соглашение, безусловно, изучал. Вот, этого ключевой информации у меня как раз и нет. Но если мы, поймите тут нюанс, если мы сделаем запрос Нидерланды, это уже выйдет за рамки. Нидерланды открыты, и это может быть скандал. Это, серьезный. Да, безусловно. Именно поэтому я очень ценю, что вы обратились сначала ко мне. Ага. Спасибо, дякую. Будь ласка, если не сложно, пожалуйста, пришлите мне адрес вашей электронной почты. Я пришлю обязательно вам адрес, и я могу... Координаты, чтобы мы поддерживали связь. Спасибо, Хорошо? Александр. Да. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Данная запись мною не монтировалась, никак не резалась, поэтому я готов ее в первозданном виде предоставить по запросу любой правозащитной организации или правоохранительных органов. Также я готов предоставить дополнительные материалы, которые у меня, конечно же, имеются. Украинская власть не желает оставить меня в покое. Не желает оставить в покое видеоблогера. Видеоблогера, из-за которого происходят встречи на уровне советников и замов министров и дипломатов европейской страны. Меня со своей стороны очень сильно напрягают эти встречи с дипломатами. У дипломатов, возможно, какой-то этикет не могут отказать. Однако же, вдумайтесь, чем занимается украинская власть, чем занимается МВД. Вот такого вот рода обсуждениями, как достать шария, написанием вот такой вот чепухи по поводу призыва к террористическим актам. Как и полгода назад я был вынужден поставить в известность об этой новой уже ситуации УВКБ ООН, Верховного комиссара по делам беженцев при ООН, Amnesty International, Репортеры без границ, другие правозащитные организации, коих оказалось немало. Я не совершал никаких преступлений, поэтому я занимаюсь и буду заниматься тем, что разрешено в любой цивилизованной стране. Я говорю о цивилизованных странах, а не о стране, где преследуют видеоблогера на уровне министров. Пока.